Привет-привет, друзья! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня мы будем говорить о такой очень злободневной теме, что значит, что эта тема очень важна для меня, а именно я буду рассказывать вам о том, как я борюсь с жарой во Вьетнаме. Как вы знаете из моих многих подкастов, я ненавижу жару, я люблю прохладный климат или даже холодный климат, мне очень нравится, но так сложилась судьба, что я живу во Вьетнаме. Вот, поэтому мне приходится как-то с этим справляться, и именно как я это делаю, сегодня я вам расскажу. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел сказать спасибо всем патронам. Спасибо большое, друзья, что вы поддерживаете нас на Патреоне. Да, особенно таким людям, как Джефф, Бирк, Джоэл, Лиз, вот, и Джош. И, конечно же, я бы хотел сказать, если, друзья, вы также хотите поддержать мой проект, мой подкаст, YouTube-канал, вы знаете, вы тоже можете сделать это, ссылка будет в описании. И, кстати, если вы слушаете это на YouTube, то не забудьте поставить лайк этому видео. А если вы слушаете это на Spotify или в другом приложении, то поставьте отзыв 5 звезд, конечно, не меньше. Вот, ну что ж, больше без предисловий, поехали! Прежде чем начинать говорить о том, как я борюсь с жарой, нужно понимать вообще, что есть внутренняя жара, так сказать, температура моего тела, да, и есть внешняя, то есть это климат. Поэтому мы разделим эти вещи, и сначала я буду говорить о том, как я борюсь с внешней жарой, скажем так. Ну, во-первых, нужно понимать, что я живу во Вьетнаме, в центральной части, и здесь очень жаркий и очень влажный климат. Температура у нас получается с апреля по сентябрь примерно 30 градусов, минимум 30 градусов, но бывают дни, когда может быть она 32, 35, и 40 градусов. То есть я бы сказал от 30 до 40 градусов. И, естественно, из-за высокой влажности, то ты все это ощущаешь намного сильнее. Итак, что же я делаю, чтобы бороться с этой температурой? Ну, самое первое, я думаю, самое простое, я думаю, самое очевидное – это кондиционер. Если бы у меня не было кондиционера во Вьетнаме, я думаю, что я бы давно уже здесь просто застрелился или повешался, или еще что-нибудь с собой нехорошее сделал, потому что, кондиционер очень сильно помогает мне в моей ежедневной, в моей повседневной жизни. Вот, потому что я работаю всегда с кондиционером, я засыпаю с кондиционером, потому что очень трудно засыпать, когда температура в комнате 30 градусов. Вот, и для меня это очень важная вещь. Я знаю, многие люди не любят кондиционер, они говорят, что когда ты к нему привыкаешь, после этого тебе еще жарче становится без него. Поверьте, я пробовал одно лето почти не пользоваться кондиционером, я только использовал вентилятор, но это не работает для моего тела, потому что мое тело, оно, создано для холодной температуры, и тем летом у меня начались большие проблемы. У меня появилось очень много фурункулов на моих ногах из-за высокой влажности, и даже потом появилась инфекция, и пришлось колоть антибиотики. Вот, потому что просто мое тело не подходит для этого климата. Вот и все. Поэтому мне нужно время, когда я могу проводить в прохладном и в сухом помещении. Ну, это вот когда я нахожусь внутри, да. А если я нахожусь снаружи, если я не в помещении с кондиционером, что я могу делать? Ну, во-первых, я встаю очень рано. Как вы знаете, я встаю в 5 часов утра всегда, потому что я хочу сделать все дела как минимум, как можно раньше, до того, как взойдет солнце.
что я делаю? Я гуляю с собаками, да, я сам гуляю, я хожу в спортзал. В моем спортзале у нас нет кондиционера, поэтому мне нужно быть там хотя бы до 8 часов. Вот, потому что в 8 часов температура уже 30 градусов, понимаете? То есть в 5 часов она еще может быть 25-26, но в 8 это уже 30 и больше. Поэтому, то есть мой совет для всех — это просто вставать раньше. Люди говорят: почему ты так рано встаешь? Потому что я не люблю жару, поэтому я рано встаю. Зимой во Вьетнаме не так жарко, здесь температура может быть, я бы сказал, максимум 25 градусов, а обычно даже она 23 или 20. И зимой я могу спать долго, я могу вставать поздно, я чувствую себя прекрасно. Но летом я вынужден вставать рано, чтобы мне не было так жарко, когда я делаю все мои дела по дому и занимаюсь спортом. Вот. Это первое. И также я не выхожу на улицу обычно с 11 до 3 часов дня. Это самое жаркое время, очень сильное солнце, и я стараюсь находиться только дома. И еще одна вещь, которой я начал заниматься в последнее время, возможно, вы знаете, это очень популярная вещь, это я начал принимать ванны со льдом. Ну, вы должны понимать, что зачем лед, да, это же очень холодно, да, может быть, просто принимать холодный душ, но у нас нет холодного душа. Вы понимаете, у нас нет холодного душа. У нас есть холодный душ зимой, да, когда холодно, но нет холодного душа летом, потому что температура нагревается, и она всегда теплая. Вот, поэтому, чтобы охладить свое тело, я купил такую деревянную купель, и я принимаю, ванну со льдом. Да. И, конечно, в зависимости от того, сколько льда положить, это может быть очень холодно или немного холодно. Но я пока еще не положил достаточно льда, чтобы температура была очень холодная. Обычно это просто приятная, не знаю, там может быть 18 или 20 градусов вода. И для меня очень это... Мне очень нравится такая температура. Но чтобы делать прямо такой эффект для здоровья, оздоравливающий, да, нужно, чтобы было больше льда. Я думаю, нужно там покупать 50 килограмм льда минимум, потому что, он очень быстро тает, и температура очень быстро поднимается. Вот. Но это то, что касается, так сказать, тех вещей, которые я делаю для моей наружной температуры, да, снаружи. Вот. Но что я делаю для моей внутренней температуры тела? На самом деле здесь тоже можно делать несколько вещей. Когда людям жарко, обычно в жаркую погоду, что они хотят? Они хотят пить что-то холодное, холодную воду, холодный сок, холодную колу или холодное пиво. Но на самом деле есть исследования, которые показывают, что в жаркий день лучше пить горячий чай или горячую воду. Горячую воду совсем скучно, а горячий чай это весьма подходит, и я это делаю. Но почему? Это же так сказать, контринтуитивно, да? Но дело в том, что когда мы пьем горячий чай или горячую воду, наше тело начинает больше потеть, и когда мы больше потеем, то оно нас охлаждает. Казалось бы, очень, нелогично, да? Да, но и то, что кто хочет потеть, вы знаете, я уже потный, я уже очень много потею, поэтому если я буду потеть больше, хуже от этого не будет. Поэтому, да, я обычно беру горячий чай и пью его по вечерам, потому что у нас кондиционер есть только в 3 комнатах в доме, есть в 2 спальнях и в моем офисе, где я работаю. Вот. А в зале, на кухне это все без кондиционера. Я до сих пор не понимаю, как люди делают дома, что там нет кондиционеров в этих местах, как будто бы им не жарко. Но, видимо, просто люди к этому здесь привыкают. Да, для меня это очень трудно к этому привыкнуть. Поэтому, да, горячий чай. Кроме того, очень важно знать, что ты ешь, потому что еда может тебя охлаждать или разогревать твое тело. Что я имею в виду? Это вообще наука происходит из китайской медицины. То, что у нас есть разогревающие и охлаждающие ингредиенты, да, охлаждающие виды еды. Вот. Но
может быть, вы этому не доверяете, может быть, вы думаете, что китайская медицина — это неправда. Окей, может быть, но я в этом убедился на собственном опыте, потому что в первый год или в первое лето, когда я жил здесь, во Вьетнаме, я жил в Ханое, и у нас был тогда сезон личи. Личи, я думаю, вы все знаете этот фрукт, или не знаете, но такой, он маленький, круглый, красный, или такой розовенький, вот, и очень сладкий, очень вкусный. Да, я люблю личи. И так как это был сезон личи, в Ханое он стоил очень дешево. Я думаю, доходило до $0,5, или то есть 50 центов за 1 килограмм. Ну, в общем, копейки просто. И, конечно же, я, как русский человек, который приехал издалека, я решил, что я буду объедаться личи. И я это делал. Я ел очень много личи, и я его, конечно, клал в холодильник. Он был холодный, охлаждающий, очень приятный. Но что случилось? Через неделю или через, может быть, 10 дней, я не помню, после моего такого поедания личи, у меня по всему телу, а особенно под мышками, то есть под руками, начали появляться очень большие чири, да, или фурункулы. И у меня так болели руки, так болели подмышки, я не мог опускать руки, я не мог спать. Мне пришлось ходить к врачу, потому что я думал, что со мной случилось. Но когда я это рассказал врачу и моей жене, то они посмеялись и сказали: ты ел слишком много личи. А почему? В чем проблема? Потому что оно разогревает твое тело. То есть это уже было жаркое лето, да, это был июнь, и я ел много личи. И они говорят, нельзя есть много личи. Я думал, как это возможно? Ну, это так. Поэтому я сейчас очень аккуратно отношусь к тому, какую еду я ем, какие фрукты я ем. То есть, например, я стараюсь избегать вот этих разогревающих фруктов, таких как личи, имбирь, манго, дуриан, вот, возможно, вы знаете это. Также, ну, конечно, там есть мясо, да, я не ем, вы знаете, гранат, вот, это все сильно разогревает. Также лук, чеснок, кориандр, петрушка, все это я стараюсь избегать. Я стараюсь есть больше охлаждающие овощи и фрукты. Что такое охлаждающие? Это, во-первых, зелень, то есть почти вся зелень у нас есть. То есть какая зелень у нас есть? Это укроп, это у нас есть сельдерей, все вот это такое, да. Также у нас морская капуста охлаждает. Вот. Кроме того, из овощей можно есть огурцы, шпинат, спаржа. И такие фрукты подходят хорошо, как арбуз, бананы, мангостины, эти старфрукты, апельсины и зеленый чай тоже. Вот. И, собственно, я пью зеленый чай, как вы знаете. Вот. Поэтому, так сказать, придерживаясь этих правил, я могу более-менее, так сказать, совсем не сходить с ума от жары и чувствовать себя хорошо. Ну, вот и все, друзья. Это моя история о том, как я справляюсь с жарой во Вьетнаме, как я борюсь с жарой. Расскажите, что вы делаете, чтобы бороться с жарой, если вы также живете в жарком климате. Вот. И, может быть, также вы можете рассказать какие-то свои лайфхаки. Напишите в комментариях под этим видео на YouTube. Если вы слушаете в Spotify, то также можете написать о том, что вы думаете об этом подкасте. Там можно ответить на вопрос. Кроме того, можете отправить ваше аудиосообщение на мой email inrussianfromafar@gmail.com, и там можете рассказать ваш личный опыт, как бороться с жарой. Я буду очень рад вас послушать, и мы все тоже. Ну все, друзья, до скорого и пока-пока!